Всем привет, дорогие друзья! Какая же я сегодня счастливая! А все потому, что именно сегодня я расскажу вам 5 техник, упражнений, ключей для проработки тревожного типа привязанности, которые, я ручаюсь, будут очень действенными, полезными, интересными и совершенно точно вам помогут, если вы введете их в свою жизнь на регулярной основе. Я очень хочу максимально подробно раскрыть для вас тему привязанности, поскольку именно осознание причин дает нам выбор. Мы начинаем понимать, что мы пришли к этой модели поведения, чтобы выжить. В детстве она была полезна, но сейчас мы научаемся ее подвергать некоторой критике и менять для гармоничного достижения наших намерений. Но сегодня я хочу поделиться с вами техниками, которые уже на данном этапе жизни помогут вам как-то приблизиться к тем отношениям и к тому образу себя, к которому вы хотите. И уже сейчас помогут вам почувствовать себя более счастливыми, радостными, довольными жизнью, полюбить жизнь, а отношения ваши помогут укрепить. Во всех этих техниках мы будем делать упор на работу с мышлением и с эмоциями, поскольку это основа, это база, и будем с разных сторон выстраивать опору на себя. Когда вы понимаете, ради чего вы идете, у вас появляется мотивация, у вас появляется колоссальное количество энергии и сил для того, чтобы реализовать в полном объеме полномасштабную такую операцию провести по осуществлению своей мечты. И эта цель становится тем самым маяком, который освещает вам путь, ради которого вы двигаетесь вперед и в ненастье, и в непогоду, и в солнечную погоду. И в цели я попрошу вас обозначить четкий образ отношений, к которым вы стремитесь, и конкретный образ самих себя. Причем отношения вы можете взять либо из примера в своей жизни. Возможно, есть пара, на которую вы смотрите и думаете: ой, было бы здорово, чтобы и у меня так было. Или, возможно, есть пример из книг. Что же касается образа себя, попробуйте представить себе лучшую версию себя. Какими бы вы хотели быть? И когда вы будете приближаться к этой лучшей версии себя, пусть это будут маленькие шаги, но конкретные, четкие и регулярные. Сегодня, например, я работаю со своим мышлением, завтра я работаю с эмоциями, послезавтра я работаю над жестикуляцией. Подобным образом вы на практике будете реализовывать многостороннее развитие вашей личности. Вы словно грани алмаза будете раскрывать разные грани своей личности. Вы будете знакомиться с самими собой по-новому. И тот путь, который вы, возможно, не прошли в детстве, вы сможете пройти сейчас. Подобным образом, взращивая лучшую версию себя. Помните, пожалуйста, что вы работаете с цельным образом своей личности, поскольку люди вас воспринимают целостным человеком, так и вы себя научитесь воспринимать подобным образом. Мы не всегда можем изменить ситуацию, и чаще мы имеем дело со сменой нашего отношения к какому-то процессу. Возьмите, пожалуйста, прямо сейчас листочек бумаги и ручку, и начертите на бумаге, положите ее, извините, горизонтально, и начертите 5 столбиков. В первый столбик напишите, пожалуйста, ситуация, во второй мысли, в третий столбик эмоции, в четвертый столбик напишите телесные реакции и в пятый – поведенческие реакции. В первый столбик, где у вас написана ситуация, вы вписываете конкретную ситуацию, которую представляете себе, что как будто бы ее снимает видеокамера. Вы поссорились с молодым человеком. Это общая тема. А, например, молодой человек собирает свои вещи и говорит, что больше жить со мной не хочет, это уже конкретная ситуация, на которую мы как-то реагируем. В когнитивно-поведенческой терапии все очень прозрачно. То есть мы фиксируем максимально конкретные события, и с этими конкретными событиями, с конкретными мыслями и чувствами мы работаем.
Потому что, когда вы фиксируете общую тему, у вас появляются мысли, чувства и по поводу одного аспекта ситуации, и по поводу другого. Тут есть и нейтральный, и негативный, и позитивный, и вы не понимаете, с чем вам работать. Поэтому чрезвычайно важна конкретика. Далее вы перескакиваете столбик с мыслями и вписываете эмоции. В ВКБТ мы выделяем 8 основных эмоций: гнев, тревога, вина, стыд, подавленность, зависть, ревность и 8-я — обида. Далее вы переходите к столбику с телесными реакциями, то есть как ваше тело отреагировало на данную ситуацию, на стресс, испытанный в этом обстоятельстве. И после этого вы переходите к поведенческим реакциям, то есть что вы сделали, что вы не сделали, что вы хотели сделать, но не сделали, что не хотели сделать, но сделали, желания, позывы, действия, отсутствие действий, все это у нас относится к поведенческим реакциям. И когда вы заполнили все 4 столбика, вы переходите к второму столбику и заполняете свои мысли. Дневник, который только что вы заполняли, называется СМЭР, то есть событие, мысль, эмоция, реакция. В терапии мы более глубоко работаем с этой таблицей, мы ищем ошибки мышления, мы прописываем потом альтернативные мысли и ведем еще несколько дневников. Но ваша задача на данном этапе жизни — научиться отслеживать эти мысли, наблюдать за своим состоянием и подвергать критике, первичной критике, свои мысли. То есть сопоставлять их с реальностью, насколько мои мысли отражают реальное положение дел. Пожалуйста, обратите внимание, что я говорю о критике именно мыслей, а не эмоций, чувств. Последние мы проживаем, принимаем, учимся с ними справляться, экологично их выражать, но мысли — это и есть те самые линзы, сквозь призму которых мы видим мир и другие ситуации. Потому что без мыслей вы не можете что-то испытывать, вы не можете на кого-то обидеться, предварительно ничего об этом человеке не подумав. У вас сначала появляется мысль «я недостойна любви», и только потом вы начинаете испытывать страх отвержения, но никак не наоборот. Если говорить метафорически, то нам необходимо реалистично взглянуть на эти линзы и понять, что их пора заменить. Плюс этот инструмент поможет вам видеть, как вы приходите к тем или иным состояниям. То есть какие мысли, эмоции, чувства вы минуете, прежде чем, например, начать ругаться, прежде чем начать ссору. В прошлом ролике мы с вами уже коснулись немного этой темы, о том, как выражать свои эмоции и чувства. Но сегодня я расскажу вам четкий алгоритм. Вам нужно будет выполнить 5 действий. Первое. Вы описываете ситуацию. Точно так же, как вы в прошлом задании описывали четкий факт, как будто бы снимает видеокамера то, что с вами происходит, или то, что происходит в окружающей обстановке. Я пришла с работы, вещи лежат не на своих местах. Далее вы говорите личное местоимение и называете эмоцию. Либо вы можете воспользоваться перечнем эмоций, которые я вам перечисляла ранее, либо вы можете использовать любые другие списки эмоций. Я пришла домой, в квартире бардак, я по этому поводу сержусь. Третьим шагом вы высказываете пожелание конкретного действия. Убери, пожалуйста, вещи. Собери, пожалуйста, свою одежду. Или помой, пожалуйста, посуду. Далее, если вас человек услышал, отлично, прекрасно. Если не услышал, вы несколько раз повторяете свою просьбу. Тут уже мы используем принцип заряженной пластинки. Пятым действием, пожалуйста, поблагодарите человека, что он вас услышал и сделал то, что вы попросили сделать, поскольку это будет позитивное подкрепление правильной реакции на вашу просьбу. Это классическая формула «я-концепции». Есть более расширенная версия, например, если вас не слышат. То есть если вы четко, спокойно, без криков, претензий повторяете несколько раз, а человек вас не слышит. Если вам интересна эта тема, пожалуйста, маякните мне в комментариях. И когда вы спокойно говорите о своих переживаниях, пожеланиях, то человек вас слышит, и он способен, у него появляется выбор и возможность сделать то, что вы попросили его сделать. Потому что когда мы начинаем кричать на человека, у него происходит выплеск гормонов стресса в организм, и он ничего не понимает. Он просто не способен сделать то, что мы от него просим. У людей с тревожным типом привязанности частенько проявляется избирательная фильтрация. Это такая ошибка мышления, при которой мы замечаем только негативные аспекты ситуации, а положительные и нейтральные аспекты ситуации мы игнорируем или просто не замечаем. Из-за негативного образа себя и страха отвержения мы привыкли реагировать
на негативные аспекты ситуации и замечать только плохое. И ни в коем случае не расслабляться. Поэтому два последних инструмента будут направлены на формирование позитивной избирательной фильтрации. Мы будем учиться обращать внимание на позитивные и нейтральные аспекты ситуации. Возьмите, пожалуйста, сейчас снова листочек бумаги, ручку и напишите 5 своих сильных сторон. После этого напишите, пожалуйста, 5 сильных сторон вашего любимого человека и 5 сильных сторон ваших отношений, то есть чему они вас научили, в чем они сделали вас лучше. Потому что если мы говорим про гармоничные отношения, все-таки мы в них растем. Вместе мы становимся сильнее, мы в них раскрываемся, познаем новые грани своей личности. А еще этот инструмент учит вас сравнивать себя с самими собой, потому что вы фокусируетесь на своих сильных сторонах, вы фокусируетесь на своих особенностях личности, и вы хотите эти сильные стороны улучшать, укреплять, увеличивать их количество. И поэтому естественным образом вы переключаете внимание на работу над собой, а не на сравнение себя и других людей. Именно она способна коренным образом изменить не просто наше отношение к какому-то процессу, но саму жизнь, поскольку перестраивает наш мозг на новые события. И это не волшебная таблетка, это естественный процесс, когда вы вводите новую привычку в свою жизнь, и она расцветает, распускается новыми событиями, красками и влияет на ваше поведение и на ваше мышление, поскольку вы формируете новую нейронную цепочку. Поэтому я попрошу вас начать с 5 благодарностей ежедневно. Причем попробуйте, пожалуйста, начать с благодарности день, поскольку с точки зрения разных исследований чрезвычайно важно, как мы начинаем свой день и как мы его заканчиваем. Первые полчаса дня и последние 30 минут дня. Первые 30 минут мы производим задел на грядущий день, а в последние 30 минут дня мы производим задел на утро и на тоже следующий день. И таким образом мы осознанно, самостоятельно формируем для себя, Господи, речь, подобный круг благодарности, хорошего настроения. Ну что же, мои дорогие, сегодня мы с вами обсудили 5 инструментов. Уже сейчас вы можете кардинальным образом изменить свое самочувствие, свое отношение к тем или иным ситуациям и процессам и постепенно перестроить всю жизнь. Если вы введете в свою жизнь 5 этих инструментов, то уже за первую неделю вы почувствуете улучшение, вы почувствуете какие-то изменения. И это не волшебная таблетка, а естественное следствие осознанности, наблюдения за своими чувствами, мыслями и переживаниями и многогранного развития своей личности. И развивая разные грани своей личности, вы будете реализовываться в этом мире, а значит, будете чувствовать себя счастливее, радостнее, и ваша жизнь будет меняться естественным образом. А я вас очень люблю, крепко обнимаю, благодарю вас за ваше время, внимание, доверие, комментарии, добрые слова. Спасибо вам большое за вашу поддержку и до скорых встреч. Пока-пока.